этом видео мы с вами свяжем ноги и тело для котика. Начнем с ног. Чтобы связать ножки, нужно сделать для начала кольцо амигуруми. Делаем кольцо амигуруми. Так, сделали. Теперь его нужно закрепить. Все, готово. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Это будет первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо. Связали первый ряд. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик без накида предыдущего ряда вы должны сделать прибавку. Вяжем в первый столбик без накида предыдущего ряда прибавку. Так, сейчас. Вот. В первый столбик сразу вяжем 2 столбика. Вот так. Так, на первый столбик прибавки ставим маркер. Отмечаем начало ряда. Так, сделали первую прибавку. Вяжем вторую. То есть во второй столбик также делаем прибавку. В третий столбик прибавку. В четвертый. В пятый. И последний, шестой. Всего получилось 6 прибавок. Это второй ряд. И во втором ряду получилось 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. В третьем ряду тоже нужно делать прибавки, но не в каждый столбик, а через столбик. То есть сначала мы вяжем 1 столбик без накида, а в следующую петлю вяжем прибавку. Связали прибавку, в следующую петлю вяжем 1 столбик без накида, а в следующую петлю уже делаем прибавку. И так вяжем до конца ряда. Всего прибавок должно получиться 6. Провяжите самостоятельно. Связала третий ряд. В третьем ряду получилось 18 столбиков без накида. Итак, теперь с 4 по 7 ряд нужно провязать 18 столбиков без накида, не делая никаких прибавок. Так, связали третий ряд. Начали вязать четвертый. Вот в каждый столбик вяжем по одному столбику. Не забываем отмечать начало ряда маркером. Так, связала 2 столбика. Еще осталось мне 16. Итак, провязываем четвертый ряд, пятый ряд и шестой и седьмой. То есть все ряды эти одинаковые. В каждом ряду провязываем по 18 столбиков без накида. Провяжите эти ряды самостоятельно. Все, провязала с 3 по 7, с 4 по 7 ряд по 18 столбиков без накида. И такая ножка получилась. Теперь убираем маркер. И вводим крючок в следующий столбик без накида. И провязываем соединительный столбик. Чуть-чуть оттягиваем нить. Тут длинная нить не нужна. Отрезаем. Все. Первая ножка готова. Вторая ножка вяжется точно так же. Только в конце мы нить не отрезаем, а будем продолжать вязать тело. Итак, свяжите вторую ножку самостоятельно, но нить так не отрезайте. Оставьте. Я связала вторую ногу. Нить не отрезала. Убираю маркер. Теперь будем начинать вязать тело. Для этого набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Берем вторую ногу и вводим крючок в тот столбик, в который мы вязали соединительный столбик. Вот так. И провязываем 1 столбик без накида. То есть соединяем 2 ножки. Вот так. Вот что получилось. Теперь начнем вязать тело.
Теперь связали, вот мы, получается, когда мы соединяли ножки, мы провязали первый столбик без накида. Теперь осталось провязать 17 столбиков. Провязываем вокруг ножки все столбики. Каждый столбик по одному столбику. И так провязываем вокруг ножки до вот этих петель. Провязываем. Провязала 18 столбиков без накида по ножке. Теперь мне нужно провязать 3 столбика без накида. И то есть вот у нас 3 воздушные петли. И в каждую воздушную петлю я буду вязать по одному столбику без накида. Провязываю первый, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий. Вот так. Теперь мне нужно провязать 18 столбиков без накида по второй ножке. Провязываю вот в этот. Вот, начинаю вязать. Провязала. Ой, не тот. Вот, смотрите. Провязала 3 столбика без накида, каждую петлю. И следующий столбик я вяжу сюда, вот в уголок. Вы еще увидите, с него вот столбик без накида сверху идет. И вот в этот столбик я провязываю первый столбик без накида по второй ножке. Вот так. Все, снова провязываю все столбики по ножке. Второй, третий и так далее. То есть всего должно быть их 18. Провязала 18 столбиков без накида по второй ножке. И теперь снова вяжу, вот где у меня были воздушные петли, я провязывала 3 столбика без накида. Теперь вяжу также с обратной стороны. То есть нахожу воздушную петлю и провязываю столбик без накида. Первый, следующую второй и последнюю третий столбик. Вот. Это был первый ряд тела. И в нем должно всего получиться 42 столбика без накида. Итак, начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду будем делать прибавки через каждые 6 столбиков без накида. То есть в начале ряда мы провязываем 6 столбиков без накида. Начинаем вязать с этого столбика. Не пропустите его. Вот он сразу идет такой в уголке. Не в этот столбик, а вот в этот. Вот он первый столбик второго ряда. Вот с него начинаем вязать. Так, вот связали первый столбик, второй столбик. На первый ставим маркер. Отмечаем начало ряда. Так, провязали 2 столбика. Вяжем третий. Четвертый. Пятый и шестой. Вот, провязали 6 столбиков без накида. И в следующую петлю делаем прибавку. Итак, вяжем до конца ряда. Делаем прибавки через каждые 6 столбиков без накида. Вот я провязала прибавку первую. После нее провяжу 6 столбиков без накида и также сделаю прибавку. Всего прибавок должно быть 6. Вяжем до конца ряда. Провязала, получается, второй ряд. И получилось 48 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. В третьем ряду также будем делать прибавки. Только не через 6 столбиков, а через 7. Провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2. Отмечаем начало ряда маркером. Провязали 2 столбика, еще 5, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков без накида и в следующую петлю делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. После прибавки
провязываю еще 7 столбиков без накида и снова делаю прибавку. Всего прибавок должно быть также 6. Провяжите ряд до конца самостоятельно. Провязала третий ряд, и в третьем ряду получилось 54 столбика без накида. Теперь нужно провязать с 10, с 4 ряда получается, и 8 рядов так вяжем, по 54 столбика без накида. То есть на 7 ряду получилось, извините, не в 7, в третьем ряду получилось 54 столбика без накида. И теперь мы должны провязать 8 рядов по 54 столбика без накида. Никаких прибавок не делаем, а вяжем в каждый столбик по одному столбику. И не забываем на начало ряда ставить маркер. Вот я провязала 2 столбика. Ставлю на первый маркер. Все, буду вязать каждый столбик по одному столбику. И так провяжу 8 рядов. Получается, сейчас я вяжу 4 ряд. В 4 ряду будет 54 столбика без накида. И так я провяжу с 4 по 11 ряд. Всего 8 рядов. Провяжите эти ряды самостоятельно. Все, провязала с 4 по 11 ряд 54 столбика без накида. Вот что получилось. Теперь будем вязать ряды с убавками. Итак, вяжем 12 ряд. В 12 ряду будем делать убавки через каждые 7 столбиков. То есть провязываем с начала ряда 7 столбиков без накида, затем делаем убавку. Вот я провязала 2 столбика, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали и делаем убавку. Все. Сделали убавку. Теперь снова вяжем 7 столбиков без накида и снова делаем убавку. Так вяжем до конца ряда. Всего убавок должно быть 6. Все, провязываем самостоятельно дальше. Связала 12 ряд и получилось 48 столбиков без накида. В 13 ряду вяжем 48 столбиков без накида. Никаких убавок делать не нужно. Просто вяжем в каждый столбик по одному столбику без накида. Вяжем так до конца ряда. Не забывайте ставить маркер на начало ряда. Все, провяжите этот ряд самостоятельно. Так, провязала 13 ряд. В 13 ряду получилось 48 столбиков без накида. Вяжем 14 ряд. В 14 ряду будем делать убавки через каждые 6 столбиков без накида. Провязываем 6 столбиков. Так, провязала 2. Ставлю маркер. Так, 3. 3, 4, 5 и 6. Все, провязала 6 столбиков. Теперь делаю убавку. Так же, как в прошлом ряду. Все, сделала убавку. Теперь снова провяжу 6 столбиков без накида и сделаю убавку. И так буду вязать до конца ряда. Всего убавок должно быть 6. Делаем убавки через каждые 6 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Провязала 14 ряд и получилось 42 столбика без накида. Вяжем 15 ряд. В 15 ряду провязываем в каждый столбик по одному столбику. Никаких убавок не делаем. И в 15 ряду также должно получиться 42 столбика без накида. Провязываем этот ряд самостоятельно. Провязала 15 ряд, получилось 42 столбика без накида. Вяжем 16 ряд. В 16 ряду будем делать убавки через 5 столбиков без накида. Так, 2 столбика я уже провязала.
2, 3, 4, 5. Делаем убавку. После убавки снова провязываем 5 столбиков без накида и затем также делаем убавку. Так вяжем до конца ряда. Всего убавок должно быть 6. Делаем убавки через каждые 5 столбиков без накида. Провяжите этот ряд самостоятельно. Провязали 16 ряд, получилось 36 столбиков без накида. Вяжем 17 ряд. В 17 ряду никаких убавок делать не нужно. Вяжем в каждый столбик по одному столбику. Всего должно быть 36 столбиков. Все, провязываем этот ряд до конца. Провязала 17 ряд, получилось 36 столбиков без накида. Вяжем 18 ряд. В 18 ряду будем делать убавки через 4 столбика без накида. Провязываем 2, 3, 4 и делаем убавку. Вот так. Все, после убавки снова провяжу 4 столбика без накида и сделаю убавку. Так вяжем до конца ряда. Всего убавок должно быть 6. И в конце ряда должно получиться 30 столбиков без накида. Провязала 18 ряд. Получилось 30 столбиков без накида. Все, вяжем последний 19 ряд тела. Никаких убавлений делать не нужно. Провязываем в каждый столбик по одному столбику. Всего должно получиться 30 столбиков без накида. Провязываем ряд до конца. Все, провязала последний 19 ряд. Теперь нужно закончить вязание. Убираем маркер. И в следующий столбик провязываем соединительный столбик. Оттягиваем нить, не длинную, потому что будем пришивать голову, на голове нить уже есть. Все. Тело готово. Теперь его нужно плотно набить наполнителем и пришить голову к телу. Так вот, теперь хорошо видно. Вот, нужно набить тело наполнителем и пришить голову к телу. Тут у нас 30 столбиков в голове, в теле также 30 столбиков. И просто иголку вводим в столбики и сшиваем обычными стежками. Все, сейчас пришью голову. Все, котик почти готов. Я приколола булавками ему ручки и ушки. Голову пришила. Ручки и ушки тоже нужно будет пришить. Так, ушки я вкалывала. В первый ряд булавку вколола, а вторая булавочка между 7 и 8 рядом. Второе ухо то же самое. Ручки вколоты, получается, в 18 ряд. Вот я отсчитала на теле 18 ряд и вколола булавочки. Между ручками с передней стороны, с лицевой, расстояние 14 столбиков без накида, а со спины расстояние 10 столбиков без накида. Все, ручки осталось с ушками все это пришить. И котик готов. Так, котику осталось связать сумку. Чтобы связать сумочку, нужно сделать кольцо амигуруми. Так, сделали кольцо. Набираем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем кольцо. Это был первый ряд. Во втором ряду вяжем в каждый столбик предыдущего ряда по одной прибавке. Во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Провязываем этот ряд самостоятельно. Второй ряд готов. Получилось 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. В третьем ряду также делаем прибавки, только уже не в каждый столбик, а через столбик.
Вот, связали один столбик без накида. В следующую петлю делаем прибавку. А в следующую петлю вяжем один столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. Всего в ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Связала третий ряд. Получилось 18 столбиков без накида. Четвертый и пятый ряд вяжутся одинаково. В каждый столбик без накида мы вяжем по одному столбику без накида. И в четвертом и пятом ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Провяжите эти ряды самостоятельно. Связала четвертый и пятый ряд. Получилось 18 столбиков без накида. Вяжем шестой ряд. И в шестом ряду мы начинаем сразу с убавки. Делаем одну убавку. И провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Поставим маркер на тот столбик, где мы делали убавку. Так, провязали 4 столбика без накида. Следующую делаем убавку. После убавки снова провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем убавку. И в конце ряда у нас должно остаться 4 столбика без накида. Провязываем их. Второй, третий, четвертый. Шестой ряд готов. Седьмой ряд. В седьмом ряду то же самое. Делаем сначала убавку. Только провязываем теперь не 4, а 3 столбика. 1. Так, сейчас поставлю маркер. 1, 2, 3. Делаю убавку и так вяжу до конца ряда. Вот после убавки провязываю 3 столбика без накида и снова делаю убавку и снова 3 столбика без накида. Довязываем до конца. Провязали седьмой ряд до конца и получилось 12 столбиков без накида. Вяжем восьмой ряд. В восьмом ряду просто провязываем в каждый столбик по одному столбику. Никаких убавлений делать не нужно. Провязываем так 12 столбиков без накида. Довязываем до конца. Провязали восьмой ряд до конца. Вяжем девятый ряд. В девятом ряду делаем убавку. И вяжем 2 столбика без накида в следующей петле. То есть вот 1 и в следующую петлю 2. Ставим маркер. Так, провязали 2 столбика без накида. Следующую делаем убавку. Потом снова 2 столбика без накида, снова убавка. И в конце будет 2 столбика без накида. Довязываем до конца. Провязала 9 ряд до конца. Вяжем 10 ряд. Также делаем сначала убавку. Так, в 9 ряду получиться должно было 9 столбиков без накида. Забыла сказать. Так, в 10 ряду сделали одну убавку. После убавки вяжем 1 столбик без накида. Ставим маркер. Ой. Так, сделали убавку, провязали 1 столбик без накида. Снова делаем убавку. После убавки провязываем 1 столбик без накида. После столбика без накида провязываем убавку. И в конце остается 1 столбик. Провязываем 1 столбик. Все. Провязали 10 ряд. Вяжем 11 ряд. В 11 ряду нам нужно сделать 6 прибавок. То есть вот у нас в 10 ряду
Получилось 6 столбиков без накида. Теперь в каждый этот столбик нужно связать по 2 столбика. Вяжем первую прибавку, ставим маркер. В следующий столбик также вяжем прибавку. И в следующий столбик также. То есть в каждый столбик по 2 столбика. Довязываем до конца. Провязали 11 ряд до конца, вяжем 12 последний ряд. В каждый столбик провязываем по одному столбику. Никаких прибавок, убавок не делаем. Провязываем в каждый столбик по столбику. Всего должно получиться 12 столбиков без накида. Довязываем до конца. Все, закончили вязать. Вот такая рыбка получилась. Набивать ее не нужно. Нужно сшить этот хвостик. Можно сшить иголкой, можно сшить крючком. Я буду сшивать крючком. Ввожу крючок в столбик, который я только что вязала, последний столбик. Вот я ввожу крючок. Нахожу столбик с противоположной стороны напротив. И провязываю соединительный столбик. Вот так. И так делаю с каждыми столбиками. Как вот помните, мы с вами ручки связывали? Вот тут точно так же, только вместо столбиков без накида делаю соединительные столбики. Так, 4, 5 и последний 6. Все, рыбка готова почти. Оттягиваем немного нить. Отрезаем. Затягиваем. Так, кончик нити потом спрячу. Теперь нужно сделать ремешок. Для этого нужно присоединить нить к сумочке. Так, сделала вот воздушную петлю. И присоединяем нить где-нибудь посередине хвостика. Вот так. И делаем соединительный столбик. Так, подождите, сейчас. Так, сейчас. Ой. Тугую петлю сделала. Вот так. Так, можно сделать по-другому, не так. Введем крючок посередине. Вот. Теперь я беру эту петлю, захватываю ее и вывожу. Вот так. Все. Прицепила нить. И теперь мне нужно набрать 40 воздушных петель. 2, 3, 4. Так, набираем 40 воздушных петель. Набрала 40 воздушных петель. Теперь смотрите, нужно сумочку надеть на котика. Вот так. Пропустить тут петлю через ручку. Так, вот так. То есть вот тут сначала все пришейте. Я тут еще пока не пришила. Но вы сначала пришейте все, ушки, ручки, главное ручки. Потому что сумочку она через голову не наденется. То есть, потому что поясок будет узкий. А если пояс сделать шире, ну, ремешок, то она будет падать. Поэтому продеваем сумочку, когда связали 40 воздушных петель. Вот так она будет через плечо. Вот тут под ручку ввели. И крючок вводим в начало сумочки. Где-нибудь найдите столбик какой-нибудь, без разницы. Главное, чтобы был в начале и желательно посередине. Вот так вот, видите? И провязываем соединительную петлю. Так, тут маленько тяжеловато будет сейчас. Ну, можно провязать. Все. Вот так. Это у меня конец нити вылез, ничего страшного. Так, все. Вот, то есть вот так вот получится. Потом нить вытяните, отрежете и затянете. Концы нити все нужно будет
спрятать. Все. Сумочку можно, чтобы она вот так вот не болталась, пришить к телу. Тогда она будет прям вот так вот, как сказать, не будет болтаться. Вот так можно оставить так. Ничего страшного. Все. Сейчас я все пришью, спрячу нитки и покажу вам уже готовый результат. Все, закончила вязать такого котенка. Сумку пришивать не стала. Она у него свободно вот так висит. Пришила ручки, ушки. Все, вот такой котенок получился. Надеюсь, в мастер-классе все было понятно. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео, либо переходите по ссылке в мой телеграм-канал и пишите там. Все, приятного всем вязания. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.